Мы выехали со Львова утром и поехали к границе Польши. Простояли там тоже где-то 5 или 4 часа. Вот. И поехали во Вроцлав к маминой знакомой, чтобы как переночевать там или остаться, отдохнуть. И тогда мы, опять же, с волонтерами доехали до Польши, остались там на неделю и у знакомых. И эту всю неделю мы думали, куда нам поехать. Искали, просматривали разные сайты разных семей. І ми наткнулись на сім'ю в Швеції. Запам'яталося, як ми приїхали до Польщі, та там ми хоч і сиділи довго та шукали собі квартиру, але там були дуже багато волонтерів, які вгощали мене і булочками, і цукерками, і яблуками, і всім, чим тільки можна. Вот, как только мы заехали в Польшу, через где-то полчаса у мамы врубилось колесо, и мы остановились на обочине. К нам подъехали какие-то польские, я не знаю, кто это был, она не мешала нам ехать. Вот. Получается, у нас пробилось колесо, маме заменили колесо, и мы поехали дальше. И потом мы выехали... Получается, мама это время, которое мы там были, во Вроцлаве, она заменила себе колесо, чтобы мы смогли ехать дальше, и узнавала за паром в Швецию, можно ли проехать на пароме или надо ехать через Германию и Данию. Вот, оказалось, что паром уже не бесплатный для украинцев, и он стоил 14 тысяч гривен, где-то 7 тысяч злотых, я не помню. Вот, и мы решили ехать через Германию и Данию по мосту. И потом мы спустя 2 дня, как мы просидели в Польше, выехали поехали мы через Берлин, через Данию, там Копенгаген. Вот, ночевали, получается, у нас связи вообще не было. Мы так иногда ловили на заправках Wi-Fi. Вот. Получается, ночевали мы где-то на каком-то острове, на одном из островов Дании, потому что мы опять не успели доехать до ночи в Мальмо. Спочатку ми виїжджали нічкою, це був вечір, то було темно, я ще не знав, як то їхати, що то буде. Спершу ми їхали, нас довезли до кордону, ми стояли трохи на кордоні, там години 2-3, бо розказували, що там довго стояли люди деякі, по 12 годин, по 16. Ми так швидко прилетіли кордон. Потім ми сіли на поїзд там, в Перемишлі ми доїхали до Свіноуші, там ми пересіли на паром, а паромом ми їхали 7 годин. А паром це був мій перший раз, коли я плив паромом. Це було щось для мене щось дуже цікаве. То були хвилі, море. Я вперше був таке посередині моря, коли не було ніде країв, не бачив нічого. Так було перше таке добирання. Так, саме було момент, коли я насправді побачив великий корабель та сів на нього. А саме запам'ятаємо це, коли я вийшов на палубу. Мене вразило, які краєвиди Балтійського моря та як на горі літають чайки. Це вже було дуже красиво. Из Польши мы сели на корабль, который был бесплатный. И там было очень много украинцев, которые меня тоже поддерживали. Друзьями были. Тоже, мы спали на таких креслах вот так вот. Вот так вот. Могла я вот так вот лечь. Мы поехали не как все украинцы, в основном через Польшу, а через... Угорщину. И дальше мы там пробыли 1 день. Нас приняли на поезде волонтеры. Они нам помогли найти, где переночевать и, собственно, как доехать. Мы потом полетели на самолете, и на самолете мы уже долетели до Швеции.